Дорогой друг, ты на канале Cosmic Gamer. Меня зовут Евгений, и мы продолжаем играть в игру Stationers. Выживаем на Марсе. А пока загружается игра, я хочу поблагодарить тебя за твой лайк, комментарий и подписку. Также я благодарен тебе за конструктивные комментарии, где ты помогаешь мне разбираться в игре и уточняешь некоторые детали. Итак, 149 дней на Марсе. Мы на своем жилом модуле находимся. У нас идет производство. В принтере электроники что-то производится. Плата расширенного управления шлюзом. Зачем? Интересный глюк. Да, очень интересный глюк. Ладно. Хорошо, что мы делали? У нас восстановилась вода. Мы потеряли воду в прошлой серии. Это была катастрофа. Вода у нас восстановлена. Сейчас быстренько попьем, пойдем дальше заниматься печкой. Попил, поел. Проверяем наш костюм. Есть все на месте. Здесь одна штука растет. Проверяем, тестируем ее. Ну, вы видите, да, электропринтер искрит активной искрой. Что он там делает, непонятно. Звук даже какой-то такой, будто он что-то выбрасывает. Давай сделаем какой-нибудь предохранитель. Может, его попустит. Все, попустило. Так, и мне посоветовали нажать вот эту штуку. И тогда у нас не будет производиться следующий элемент, если вот нажать еще раз. Очень интересный совет, сразу применил, спасибо. Мы делали провода. Вот и что. Вот так вот бывает, когда пауза между сериями. Хорошо, пусть он тогда делает нам провода. Мы посмотрим, что у нас тут. Этим можно забрать эти провода себе сейчас, сколько там получилось, и уходить на улицу. В прошлой серии мы закончили над тем, что у нас нужно сделать смешение топлива для того, чтобы разжигать потом этим топливом печку. Так, здесь работают фильтры, надо посмотреть, что они себя. Кислород практически закончился, 270 моликов. Ну, хотя еще есть. Что есть. Остальные можно повыключать. Не пролезу. Так, что по температуре получается? У летучих веществ 18 градусов. У кислорода 18,9. 18,9, 18,8. В общем, уравняли мы практически температуру обоих газов. Нам надо. Теперь можем посмотреть. Ага, да, нам надо это все подключить к электричеству. Не подключено. Продолжаем подключать.
Бывает, когда серию снимаешь не за один день, там с перерывом, то банально теряется немножко нить того, что происходит. Я подключился еще к танку, чтобы замеры делать. Вот, теперь надо эту сеть электрическую вывести куда-нибудь туда, подключить к общей сети. Здесь у нас труба, там у нас труба по ребру идет, да? Ну, можем повернуть. Можем ли мы вот здесь вот сделать поворотик? Получится, не получится? Вот, получается. В расход так вот. Трубы раз и разошлись. Мы вот сюда пойдем. Да, и мне посоветовали все-таки изолировать все сети. То есть не соединять прям все сети тотально между собой. Тогда я пойду и сейчас еще сделаю себе еще один трансформатор. И буду разграничивать эти все процессы между собой столько, сколько смогу. Я принял во внимание то, что вы мне написали, что нужно сделать магистральный кабель, а от него делать разводку по сетям. Ну, в данный момент это будет большая работа на этой базе. Я пока ограничусь тем, что буду отделять микросети цепочками. И со временем приду к тому, что действительно будет магистральный кабель цельный. С него будет отводы идти. Трансформатор. Ну вот, 2 штучки хватит. На все про все 2 штуки мне прям за глаза. Низкое давление. Критический уровень давления. Критический уровень кислорода. Да, шлем же надо одевать. Температура. Все, вдохнул? Вдохнул. Только что вдохнул марсианского свежего воздуха. Не понравилось. Вот тут поставлю. Надо какую-то стеночку, да, поставить, чтобы можно было трансформатор делать. Не, его можно и на пол, конечно, положить. Ну, как-то совсем не камильфо. Вот так пойдешь. Звук какой-то странный на фоне, гудящий. А, вот эта штука гудит. 0. Что есть? Что есть куда? И не знаю, сколько там ватт, но там 1000 хватит. Ага, а если будет больше, перегорит, да? Чем тебя снять? Твердкой, наверное, да? Ну вот, 5. Пройду. Естественно. Теперь что у нас? Включаются? Включаются. Теперь видно, что здесь температура 291,9 Кельвина.
А здесь 291,4 Кельвина. Интересно, вот эта погрешность в 0 Кельвинов будет ролять или не будет? Посмотрим. Хорошо, это включается, это включается. Вот это тоже надо подсоединить. Смеситель. Есть. Теперь на смесителе надо настроить. Так, это у нас кислород. Ага. Так, я где-то записывал. Значит, 1 мера кислорода и 2 меры газа. Это какой вход у меня? Первый или второй? Надо понимать, где какой вход. Ага, это у нас вход 2. Значит, вход 2 будет летучие вещества. Значит, нам надо 66,7. Получается вот так. Могу ли я сделать прям точно десятых? 34. Надо 33,3. Могу ли я точки ставить? Могу. Да, вот получается 33,3, 66,7. Ну, такое соотношение газа было на баллоне с топливом, которое мне прислали со мной вместе с моими пожитками. Теперь надо запрограммировать процессор, взять, проверить, банальную логику какую-то написать, например, типа, если температура одинаковая и есть давление в обоих источниках, делать включение смесителя. Можем сейчас потестировать, хотя... Не, я сразу пойду за компьютером, напишу эту программу. Один из подписчиков написал, что анализатор меряет газ не в печке. Да, этот анализатор газ меряет именно в выходящей трубе. Это сделано для того, чтобы не перекачать в выходящую трубу давление больше, чем она способна выдержать, эта труба. Это только как предохранитель здесь работает. А если мы посмотрим на саму печку, даже на программу, которая там с печкой. Socket, импорт. Но мы здесь как раз и смотрели. По крайней мере, я так помню, что мы смотрели на выходящее давление. У нас есть сама печь. И мы, когда проверяли, должны ли мы сбрасывать давление, мы смотрели давление в печи. Когда мы смотрели, можем ли мы сбрасывать, мы смотрели давление в выходящей трубе, то есть куда выбрасывать. Поехали тогда дальше. Это мы выключаем. Материнскую плату забрать. И что, отвертка. Вот, компьютер я отсюда забираю. Пока все стоит на месте. Будем программировать смеситель газовый. Вернее, в базовом варианте мы его будем программировать, прям совсем в базовом. Куда бы мне компьютер прицепить? Вот сюда на краешек могу его прицепить, да?
Вот. Я знаю, что есть ноутбук, но я пока не освоил, как его подключать правильно. Поэтому я побуду по старинке с компьютером. Так, мне надо подписать вот этого друга как анализатор 2. Аналайзер O2 будет здесь у нас. А здесь будет аналайзер, ну, H2. Летучие вещества вообще, но я подпишу, что это водород. Так более привычно, понятно. Это у нас газовый смеситель. Назовем его газмиксер. А это у нас будет газмиксер сокет. Что нам еще нужно? Ну, можем еще баллон общий посмотреть. Это у нас фель. Фель танк. Фель это топливо. В принципе, больше ничего не надо. Теперь на сокет надо накрутить крутилочки. Нам надо сам, собственно, миксер. Нам надо фюэль-танк. Анализатор кислорода. И анализатор водорода. Теперь бы не забыть, что где. Первый, второй газмикс или фюэль-танк. No chip selected, говоришь. А как так? Чипа, говорит, нету. Но он подключен, чип, у нас к питанию, газмиксеру, сеть. Вроде бы все замкнуто, как надо. Материнскую плату я вставил. Интересно. Екино. Я не знаю, что не так. Что ему не так? Нет чипа, говорит. Но здесь то, что в материнской плате было написано. Я ж его никуда не экспортирую, если чип не будет отображаться, да? Девайс, газмиксер D0. Никуда не экспортируется, он ошибка снизу вешается. Так, я, наверное, это дело сейчас просто перезагружу. Смотрим.
Есть же ж у нас сеть, вот она сеть, сеть электрическая и сеть неэлектрическая, сеть с данными. Все здесь смешано между собой, эти все сети. Вот, теперь он видит газмиксер. Ну, то есть надо было, получается, туда-сюда переключить компьютер. В смысле не компьютер, а игру. Ладно. Теперь вспоминаем, что у меня там где. Так, значит, газмиксер, потом фюэль-танк, аналайзер О2, девайс, фюэль-танк, D1, девайс, аналайзер О2, у нас D2, и девайс, аналайзер H2, D3. Что нам теперь надо сделать по логике вещей? Нам надо понять, можем ли мы, сделаем луп сразу, пропустим тик. Нам надо понять, можем ли мы выполнять смешение. Can mix, скажем так. И когда мы можем выполнять смешение? Ну, у нас как бы логика очень простая. Мы можем сделать два варианта. Один вариант просто в тупую делать только тогда смешение, когда температура обоих газов равна. Второй вариант мы можем вычислять на основе температуры газов, там процент, при котором мы должны делать смешение. Честно скажу, я сейчас вот этими процентами заниматься не очень-то хочу. Мне надо как можно быстрее получить топливо, и подумать о процентах можно позднее. Значит, делаем самое просто. Проверяем температуру. Нам надо смотреть на аналайзер О2. Температура, наверное. Сейчас я сохраню. Что там у нас есть? Температура. Как мы этот будем смотреть? Ну, она разная. 291,4, 291,9. И не меняется, да? То есть уже не смешивается больше. Придется округлять. 291. Придется округлять. Там 9 мегапаскалей, здесь 10 мегапаскалей. Разные объемы, естественно, присутствуют. 700 литров, 150 литров. И в молях есть сколько кислорода и летучего. Хорошо, мне надо понять, как температуру правильно смотреть. Конфигуратор мне нужен. Температуре. Угу. Значит, вот так, температуре. Ну, давай посмотреть сначала, если оно равно. Одна температура равна второй температуре, но их нужно округлить. Как округлить? Что у нас тут есть по округлениям? Есть вот abs, абсолютное число. Абсолютное значение можно получить.
Абсолютно это будет, что это будет? Это будет с точкой число или без точки? Кто по математике шарит? Вот есть раунд, метод раунд, который округляет до целого числа. Вот этот нам и надо метод раунд. Берем раунд. И тоже делаем раунд. Ну, ругаешься. Или это просто красным так подсветил. Round is not found in the current scope. Так, вот это уже интересно. Round R, A, R num. Round это метод, который записывает в переменную значение A второй переменной, да? Как бы это посмотреть поподробнее, есть что-нибудь? Округляет до ближайшего целого числа. Ну, вроде как да. А ну-ка. А вот так ты будешь работать? Походу так он не будет работать. Смотрим тогда на референсы языковые, которые в этом сленге присутствуют. Сейчас найдем. У нас Stationer Slang мод, usage, экземплы, ссылки на GitHub. Туда сходим. Сходим в вики. Program Structure, что-то тут еще есть. Документация у них должна быть. Вот, language референсы. Сроки переменные. Функции. Функция округления. Tail. У него функция, которая занимается округлением. Round up to nearest integer. Round down to nearest integer. Я думаю, вот этот возьму. Флор. Пожалуйста. Флор у нас занимается
округлением. Значит, CanMix мы делаем, если можем. Если у нас температуры одинаковые, то мы будем миксовать. Дальше еще надо проверить, если есть источники, да, то есть есть какой-то, что у нас есть? Есть газ, который будем миксовать. Для этого надо посмотреть, опять же, вот этот аналайзер. Ну и посмотреть здесь какое-нибудь давление, наверное. Если оно больше, допустим, единицы возьмем. И если у них у обоих есть давление, и оно больше единицы, давай даже возьмем больше 100 килопаскалей. 100 паскалей получается. Тогда мы можем, у нас есть газ. И теперь мы проверяем, если CanMix и есть что миксовать, да, если мы можем миксовать и есть что миксовать. Потому что CanMix может нам сказать да, если там, допустим, газов не будет, температура будет нулевая. У обоих она будет одинаковая или будет отсутствовать одинаковая. Тогда нужно смотреть, что есть еще и газ. И в этом случае мы тогда включаем газмиксер. Даже вот так. Мы его включаем и выключаем. В случае, если условия не совпадают, он выключится. Если совпадает, то включится. Ну, естественно, мы можем еще на сам фюэль-танк смотреть. Не дай бог, он там переполнился. Это, конечно, сейчас у нас не будет работать, он не будет переполнен, он пустой, но рано или поздно же он будет переполнен. Допустим, что у нас есть? Есть место, да? Ну, скажем, хэс-танк. Будем тоже смотреть на давление. Если оно меньше вот 6000. Тогда если есть куда, если мы можем и есть что. Будем в таком случае включать газовый миксер и посмотрим, что у нас получится. Ну, если сейчас ничего не получится, то мы получим топливо, которое нужно будет снова размотать на газы через фильтры назад. Confirm. Там выключено. Тут делаем экспорт. Смотрим, 526 байт записано. Он включился. Это конфигуратор. Сейчас мы поменяем на аналайзер, посмотрим, что там по факту. Ну, по факту у нас пока получается соотношение топлива 66,7 к 33,3. Это что я и хотел. Значит, условия все соблюдаются. Не знаю, мне прям страшно от того, что с первого раза получилось. Обычно ничего с первого раза не получается. Значит, что-то должно пойти не так. Там есть еще давление. Вот, и он будет какое-то время, получается, у нас это все дело колбасить. Если я руками выключу, он сам включится, потому что работает чип. А если я выключу, например, один? Вот данные не поступают, условия не соблюдаются. Второй. Также. Здесь соотношение топлива будем считать идеальное. Радости нет предела. Но я почему-то побаиваюсь. Сейчас что-то пойдет где-то не так. Мне просто уже столько всего не так пошло. Аж иногда страшновато. Ладно, хорошо, эта штука работает. Можно еще посмотреть, сколько она сети потребляет. Я здесь не пролезу. Нет, я не пролезу. Сколько она у нас потребляет сети? Требуется 160 Вт. Мы даем ей киловатт.
Ну, давай опустим. Опустим до 200 Вт. Даем 200 Вт. Я так понимаю, это же потребляется теперь эти 200 Вт, да, которые пропускаются. 160 нам надо. Ровненько 160. Да, ровно 160, и мы не работаем. 170. 170 Вт, получается, это все дело тянет. Топливо, топливо, топливо. Ну, собственно, за все время игры в Stationers я первый раз сделал идеальное топливо. Никогда раньше не получалось, и вот сейчас вышло. Хорошо, топливо у меня есть. Теперь мне надо сделать, так как у меня вот тут есть газовый баллон, который я хочу заправлять топливом. Надо сделать здесь подачу топлива в баллон. И подачу топлива на печку. Будем жечь печь. Хорошо, пусть оно тут фильтруется. Что у нас здесь? Тут уже кислорода нет. Тут остался всего понемножку прям. Сот у нас есть. Что мне там надо заправиться, наверное, да? Чтобы не оставаться без газа. Тут заправлено все. Тут тоже все заправлено. Ну что, пойдем теперь смотреть, что у нас. Надо трубы теперь подтянуть к чему мне надо трубы подтянуть? К печке. Топливо нужно доставить. Пойдем делать трубы. У меня здесь есть такое, что можно поплавить быстренько. Вот эти два можно выкласть. Эти два надо выложить с собой. Что их таскать? Это будет под баллон. Надо будет не забыть. Газ наполнять топливом. Теперь надо бы позаправлять все свои батарейки, а то я тут порастерял заряд.
Кстати, моргает свет. Значит что? Значит потребление было высоким. Понятно. Ну вот это вот то, что я переставил местами и БП, и трансформатор, как раз спасает сейчас от того, что у меня перенапряг по энергии. Свет моргнул, когда печка сработала. Но не лопнула проводка, вот этот вот не лопнул. Это уже радует. Значит, теория работает. Это заправили. Тут еще есть незаправленный. Заправлен. Болгарки еще пустая батарейка, да? Да. У меня еще есть топливо вот. В газовом резервуаре. Запасное. Ну, пусть стоит. Оно есть не просит. Что здесь у нас вырос, не вырос? Че я стою как потерянный? Шахтерский я оставлю, я там периодически плавлю что-то где-то. Что у нас здесь с жизнью? Порядок пока. Углекислого газа надо сюда напустить чуть. Мне нужны трубы. Трубы. Делаем изолированные трубы. Краску можно будет потратить, пойти. Это пустые. На мусор. Забросим на мусор. Можно пока поставить. Сюда. Есть. Ведь он кушать хочет, да? Главное, краску не съесть.
Пустой баллон. Кстати, вот да, баллон есть. Кубы выпали. Да, баллон. Это что такое? Это переносной генератор. От генератора. Стеночка. Эксперимент продолжается с Харви. У нас занят. Когда я полностью буду убежден в том, что Харви работает как надо, только потом буду строить гидропонику. Муки у меня сейчас хватает. Если что, семена есть. Там уже давление 5 мегапаскалей и температура 80 градусов. Накачали мы уже углекислого газа в хладоген-систему. Хорошо бы опустить температуру меньше, чем 80. Давление спускает. Не дает ему подниматься, но это тоже хорошо. Уже стабилизировалась данная система. Что у нас тут? 20 и 7, да? 20 и 7 это 2 колена по 10. Надо еще. Что у нас тут? Кислород, углекислый газ. Какая температура у нашего кислорода? 27 градусов. Ну, теплый, конечно, да? Теплый газ. П-20. Давай еще один стак вывалишь, и все, и хватит тогда. Пойдем тогда дальше работать. Десяток. Ну, хватит. Я еще хотел... А что я хотел? Ничего не хотел. Поехали на улицу. Все выключено, что я хотел выключить.
Куда мы будем сейчас накачивать газ? Нам нужно вот в этот ход закидывать топливо. Его можно пустить по низу. Если я здесь по низу пойду, то я здесь по низу совсем пойду, да? А если я приподниму вот эту трубу, чё, и ничего. Мне не надо ее приподнимать. Мне надо протянуть магистраль с газом. Ну, а если я ее тут протяну рядышком, да, и пойду, допустим, здесь поверху. Будет порожек, мне ходить надо. Или там переделать этот порожек. Я вот думаю, куда ее пустить, эту трубу. Можно с той стороны пустить. Не смешивать нигде ничего, так вдоль базы пустить ее аж туда. Будет нормально. Ну, топливная у нас оранжевая остается. Я ее буду по низу пускать. Так, чтобы было место еще для каких-то маневров в будущем. Так как здесь пока пусто, я могу смело манипулировать этими трубами. Десятку туда. Будет пропылесосить, чтобы ходить. Здесь вот раз, два, три мы можем сократить. Да. А здесь два. Ну, не буду ничего сокращать с этой стороны. Теперь, это что такое? Это две трубы, да? Дальше, 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 где мой пылесос? Куда пойдем? Насквозь, через эту платформу. Где-то там вышли. Трубы забрал. Пойдем. Ну, туда придется влезть. Да, она же там. Или не влазить, я сейчас прицелюсь. Так, нет, вот так попадаем. По идее, в стык. Вроде как даже в стык. Так, 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 это все сюда. Это можно открыть.
Закрыть и забыть пока, да, про них? Прекрасно получается. Ай, ну тут тоже опять надо пылесосить. Пылесосить. Десять еще. И да, пойду прям туда. Вот так по низу. Будет нормально. Вот мне нравится, что я на 10 секций трачу 8 труб. Это прям сокращает хорошо. Ну как хорошо. Экономия. Небольшая экономия. И тут много на поворот получилось. Не будет уже экономии. Ставим тогда 5. 3. Тут уж, извините, будет по одному. И что, и трубы закончились. Пойдем еще делать тогда. Раз они закончились. Я хотел потратить баллоны вот эти с краской. У меня тут есть. Я тут покрасил. Нет, не покрасил. Хорошо, это сюда-сюда. Я прям сознательно по одному трачу. Я знаю, что можно снять, перекрасить и достакать, оно будет нормально, но не буду я тут ничего снимать. Тут уже все. Что у нас там? Шесть мегапаскалей. Здесь объем уже 710 литров, а здесь 150. 400 молей осталось, 2000 молей. Еще собираем. Сколько мы тут уже насобирали? А, ну да, вот этот я тоже покрашу. Туда надо будет красным покрасить. Где этот мой замеритель? Пока все в порядке. Там уже 5,86 мегапаскалей мы собрали давление. Нам надо еще одну штуку сделать. Надо сделать так, чтобы топливо не самовозгоралось. То есть, если вдруг у нас температура выше, чем горение, то нам нельзя смешивать. Это надо сразу сделать, пока я здесь стою. Посмотрим температуру горения топлива. Газы. У нас нет такого понятия, как топливо в газе, да? А вещества у нас есть какие-нибудь? Наборы, реагенты, органики.
понятие топлива присутствует или не присутствует? Но в органике навряд ли топливо. А если просто поиск? Ну-ка давай. Эль, есть тут такое? Нету тут такого прям топлива нашего. Торговля, не торговля. Ну хорошо, ну вот есть руды, есть летучие вещества. Откуда наш инженер должен узнать, как и чем мы можем, что мы можем сжечь? Углекислый газ, печь, вот печь, допустим. Кислород так. При высокой температуре смесь газа, кислород и летучие вещества. Это дело горит. 1 к 2 соотношение кислорода с летучими веществами. Тут как бы нам объясняют, как зажечь печь, вот что нужно для этого сжигания. А что по этим летучим веществам и топливу? Я хочу узнать температуру горения. Летучие вещества — это топливо, которое можно использовать для производства воды, разогрева печей, сварки и так далее. Но будьте осторожны, смесь с кислородом и закись азота очень взрывоопасна. Получить летучие вещества можно из льда. Точка замерзания, точка кипения. Точка кипения есть. А точка возгорания? Ну что у нас здесь? Газ. Твердое вещество, вот он газообразный. Интересно. С чем ты сравнивать собрался? Не надо ничем сравнивать. Да, сложно разобраться на самом деле, какая температура горения. Может, на фандоме есть? Ну, посмотрим на фандоме. М, Есть тут такое понятие, как топливо? Нету.
Ну, давай спросим у Джемини. Может, он знает. Говорит, что порог воспламенения 300 градусов Цельсия или 573 Кельвина и выше. Значит, нам надо держать его меньше 300 градусов. 573 Кельвина и выше. Ну хорошо, давай тогда сделаем так. Что тут по условиям? Все закончилось. Наверное, объем уже превысился, да? Да, там уже 6 мегапаскалей мы набрали. Стало быть, все. Вот, пожалуйста, газмиксер выключился, когда баллон полностью наполнился. Ну и, кстати, можно вот эти штуки вырубать, если баллон наполненный. Это будет тоже экономия. Небольшая, но экономия. А мы не включим питание, потому что нам мало. Теперь включим. Чё? В общем, модифицируем наш скрипт, код. Сделаем константу. Const max или tank pressure. У нас будет 6000. Константы лучше писать с большой буквы или вообще большими буквами, да? Или tank pressure max. Это будет сюда. Дальше. Const gas pressure min. Это будет 100. Ну, это 100 чисто. Чисто мои 100. Я их придумал. Вот так. Теперь мы должны смотреть еще температуру. Температуру. Допустим, поставим let current gas температура. Будем брать с любого из аналайзера вообще, вот прям какого угодно. Да нет, я не буду брать с какого угодно, потому что там может быть в одном, первом, допустим, может быть и нормальная температура, а во втором будет температура горения. Они смешаются и будет, все будет. Там мы делаем просто среднюю температуру. Так, поделим на 2. Ну, 2 баллона. Значит, средняя будет 2. Вот. И теперь надо еще максимальную температуру посмотреть. Const газ температура. Газ температура макс. Давай будет, сколько мы там смотрели. 573 это максимум. Давай сделаем 300 кельвинов. 300 кельвинов будет. Ну, я беру с запасом,
чтобы какой-то люфт у нас был и как бы гарантия того, что он точно не загорится сам по себе. И вот сюда в CanMix мы добавим условия, если температуры равны. Даже можно разложить так, чтобы было понятнее. Например, что мы скажем здесь? As normal температура. И будем смотреть. Текущая меньше либо равна нашей установленной максимальной. Будем считать, что это нормальная температура. И тогда в условии еще будет есть танк, могу миксовать, есть газ, и температура соответствует норме. Вот. И выключаем аналайзеры в случае, если у нас бак целевой полный. Мы можем их вначале выключать, потому что мы никак не будем с ними взаимодействовать. Аналайзеры on будут выключены или включены в зависимости от того, таргет наш танк pressure меньше, чем максимальное давление. Иначе нет смысла анализировать. Хм. Иначе просто нет смысла анализировать. Как только давление в целевом баке уменьшится, будет куда накачивать, тогда включатся анализаторы, потом вот это все сработает и включится газмиксер. Если анализаторы будут выключены, вот это все будет возвращать на основе анализаторов значение. Вот CanMix будет пустой. И дальше CanMix не будет срабатывать, миксер будет выключен. Вот он их выключил, анализаторы. Отлично. Теперь можем делать газоотвод. Только у нас здесь Уровень голода. кабель лежит. Я не смогу здесь газоотвод устроить. Вверх разве что поднимать. Я кабелем лучше обойду по кругу. Или не обойду. В общем, не буду я сейчас это делать. Говорит, высокий уровень голода. Там мне компьютер не надо. Тут 170 хватит. Пойдем покушаем и сделаем заодно еще трубы. Да, и надо радиаторы. Газовые радиаторы. Они мне нужны будут для того, чтобы охлаждать газ в основной цистерне. Да и не только в основной. Я думаю, можно охлаждать газ и... Вот кислород можно охлаждать. Кислород можно охлаждать. И можно охлаждать еще и летучку. Того, что я их буду охлаждать, хуже не будет. Надо будет еще наделать. На улице у меня температура никогда не будет. Но пока что точно. Пока я не занимаюсь газами уличными. Она не будет превышать температуру горения газа. Ну все.
Это что такое? Жидкостный радиатор. Жидкостный мне сейчас не надо. Пойдем тогда дальше делать трубы. Пить. Низкое давление. Критический уровень кислорода. Критический уровень обезвоживания. Да, сейчас попьешь. Так, где у нас там трубы? Тут же все у нас, да? Давай, делай. Подожди, изолированное трубное оборудование, жидкость. Не то. Вот надо что. Что-то вот у нас. Пшеница, 4 штуки вырастет. Семечки будут? Пьем, едим, ждем трубы и идем дальше заниматься подачей топлива в печку. Ну, я думаю, что подачей топлива в печку мы будем заниматься в следующем выпуске. Дорогой друг, спасибо тебе, что ты был со мной на этой серии. Я благодарен тебе за твои лайки, подписки, комментарии. Приходи на следующую серию, она выйдет завтра. Пока.